Добрый день, Козероги. Это Таро расклад для вас на июль 2023 года. Что ждет Козерогов в июле? У меня в руках колода Таро Нефертари. И сегодня мы будем еще смотреть советы на колоде Старкоды. Итак, все мои гадания тесно связаны с астрологией, поэтому я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Первая карта – это туз кубков. И это, конечно, какая-то любовь, влюбленность, новые отношения, которые вас просто окрыляют. Кубки – это такая безусловная любовь к вашему партнеру, ко всему миру, к вашим самым близким и дорогим людям. Козероги, вы в июле просто будете, сама любовь. В вас люди будут влюбляться. Это взаимные отношения. Может быть, вы уже замужем или женаты, да, но тем не менее вы как бы заново переживете вот это чувство, либо ваша любовь усилится. Прекрасная карта, она означает какую-то глубину умиротворения в ваших партнерских отношениях. Но не будем, конечно, торопиться. Сейчас мы откроем все карты. Может быть, мы как-то еще проясним с этой ситуацией, что за любовь такая у Козерогов. Интересно, что во втором доме, в секторе денег и интима, да, в гороскопе, в астрологии это один сектор, выходит королева мечей. И это, конечно, не очень, наверное, благоприятно. Так вот кажется, да, с первой стороны, что вроде бы не очень благоприятно королева мечей в секторе интима. Что там такое в интиме, о чем там королева мечей должна говорить со своими фактическими критика, да, какая критика может быть в интимных отношениях. А вот интересно, что королева мечей – это же пиковая королева, да, в самой главной масти карт, которые сейчас мы почему-то принято их называть игральными картами, на самом деле это как раз самые настоящие карты. Королева мечей – это пики, а пики – это самые сексуальные карты. Поэтому здесь у вас в сексуальной жизни будет все просто прекрасно. И я не буду трактовать эту карту как, какое-то, может быть, охлаждение. Да, оно может быть у кого-то, кто не занимается любовью, а кто выясняет отношения, скажем так. Тогда да, действительно, королева мечей может принести вам охлаждение с вашим партнером, но я не думаю, что это так, потому что здесь же, смотрите, у нас вышли кубки, да, это туз кубков, и здесь же у нас королева мечей, поэтому это любовь, это прекрасная сексуальная жизнь, это и материальный достаток тоже. Многие козероги ощутят не просто влюбленность, но и ценность своих партнерских отношений. Что у нас в третьем-девятом секторе? Это карта «Мир», но лучше карты просто не может быть, потому что это сама карта расширения, целый мир у ваших ног. Возможно, вы будете путешествовать, захотите куда-то съездить в июле. Если вы дома, то вы можете читать много какой-то интересной литературы, изучать иностранные языки, у вас могут появиться друзья из другой страны, в том числе это может быть и партнеры с другой стороны, может быть, вы начнете изучать какие-то новые философские теории, учения, может быть, вы обратитесь в религию. Это очень благоприятно для того, чтобы писать какие-то книги, выступать, заявлять о себе, делиться со своими знаниями с другими людьми. Очень благоприятная карта. Здесь вы должны как-то выходить на социальную арену. Может быть, если у вас стоит выбор, какое транспортное средство покупать, отечественное или иностранное, то по карте «Мир», скорее всего, это будет иностранное какое-то средство, да, не то, которое произведено в вашей стране. Здесь очень благоприятно восстанавливать какие-то контакты с людьми, которыми вы давно не виделись. И, кстати, это очень может быть, да, потому что у нас некоторые планеты замедляют свое движение и идут в обратном направлении в июле. Поэтому общайтесь со всеми, с новыми и старыми друзьями, это принесет вам много пользы и новые открытия. Еще одна прекрасная карта – влюбленные. И в этой колоде Нефертари карта влюбленные действительно о влюбленных. Поэтому такое впечатление, что смысл вашей жизни, что для вас почему-то козероги, наверное, совсем не свойственно, будет любовь и поддержка. Это интересно, потому что вы можете встретить, так как эта карта вышла в 10-й, 4-й сектор нашей карьеры, работы, родины, семьи, то тот человек, которого вы встретите, влюбитесь, в которого может как-то быть связан с вашей родиной, с вашей семьей, либо у вас могут быть схожие планеты в гороскопе, но это и, наверное, правильно, потому что вряд ли мы можем влюбиться из человека, у которого нет с нами синастрических соединений в гороскопе с нашими планетами. То есть, соответственно, этот человек будет также с ярко выраженной осью рак, козерог, как и вы. И эта влюбленность, это могут быть отношения с вашим начальством на рабочем месте. Это может быть, просто, что вот именно в июле вы будете ставить отношения на первое место. А что такое вообще июль? Ведь это
Рак, да, с конца июня по там, 20 числа июля идет Солнце в знаке зодиака Рак. А Рак для вас, Козероги, это сектор эм, партнерских отношений, брака и создания официальных каких-то союзов. И вот такое впечатление, что многие Козероги создадут союз. Это какое-то объединение, ну, может быть, даже если это не связано с любовными отношениями, да, только связано с работой, то очень может быть, что вы найдете себе такого партнера по работе, с которым у вас будут полудружеские, полулюбовные отношения, но я не знаю, говорю то, что есть на этих картах. Но я хочу предупредить вас, Козероги, что, к сожалению, июль, август, сентябрь — это неблагоприятные месяцы для вступления в брак. Вы можете играть свадьбу, вы можете собирать гостей, устраивать торжества, но не нужно, чтобы в вашем документе, в вашем свидетельстве о браке была ретроградная Венера, которая будет как раз-таки в июле, уже с конца июня она зайдет в петлю ретроградности. Поэтому, может быть, это празднование, да, вашей любви, это может быть какой-то медовый месяц, который вы решите провести, но узаканивать отношения я не рекомендую вам именно вот в июле. Лучше сделать это осенью или зимой. Зимой, кстати, даже более благоприятное время для свадьбы. Карта Иерофант в 5 секторе. Интересно, и вот это опять-таки моральные какие-то устои, моральные мотивы. Но Иерофант — это карта таких высоких моральных знаний, философий, да, это как папа римский, да, то есть человек, который связан не только документальными обязательствами, но и обязательствами морально-духовными, да, эстетическими, религиозными. Но на более бытовом уровне эта карта в секторе 5, 11 дом может говорить о том, что, может быть, вам захочется много общаться с такими друзьями, которые тоже имеют партнеров. То есть вы будете встречаться пара на пару, там, ходить, дружить с семьями, да, гоститься как-то так. Вы, может быть, будете осуждать какие-то моральные нарушения моральных принципов в социальных сетях. И вам не нравится вот, да, выказывать как-то на показ свои отношения, потому что вы считаете, что это как бы, ну, не очень достойно, либо что-то такое произойдет, что вы будете так думать. Но также Иерофант — это, конечно, может быть какой-то мужчина, связанный тоже определенными обязательствами. Как правило, это мужчина, который уже четко определил, что у него есть женщина, и так как он выходит у вас в 5 секторе романтики, не могу, конечно, про это не сказать, но это как вариант, это не у всех Козерогов, а у некоторых, что все-таки с картой влюбленный Иерофант может означать какие-то интриги, может быть, на вашем рабочем месте, может быть, в целом, что вы познакомитесь с каким-то мужчиной, который будет не свободен, либо вы сам этот мужчина, может быть, у вас нахлынут какие-то воспоминания о вашей прошлой любви, влюбленности, но это не приведет вас к разрыву семьи. То есть вот эта влюбленность, вы можете даже платонические чувства влюбленности и испытывать кому-то. Только платоническая любовь. Вот даже такое здесь может быть. А так Иерофант — это какой-то успех в бизнесе, если он для вас актуален. Это ваши дети, которые выходят на какой-то уровень развития. Ваши дети вообще вас радуют по этим картам. Может быть, ваши дети открывают для себя Бога, религию. Может быть, они вас тоже учат какой-то новой философии жизни. Может быть, ваш ребенок решил стать буддистом или, наоборот, католиком, да? Что-то такое интересное. Может быть, вы крестите вашего ребенка маленького, да? Это может быть крещение какое-то. Также вы можете быть в группах с людьми по интересам, которые тоже внутри какой-то теории. Вот очень здесь такие группы, которые морально сходятся на основе какого-то морального принципа. То есть это не группы по спортивным интересам, да, это что-то на более высоком уровне. Может быть, вы вступаете в какие-то такие организации философско-религиозного смысла. 5 жезлов, простите, 5 мечей в секторе 6-12 — это тайный сектор. И здесь у нас уже была королева мечей, да, которая у нас за финансовый и сексуальный сектор отвечает. Да, я вам рассказывала о прекрасной сексуальной жизни, которая у вас может быть. Но так как здесь у нас опять мотив тайны, и 8 сектор — это какой-то сектор глубоких секретов и, может быть, даже страхов. Ну что, в хорошем варианте это, конечно, избавление от каких-то блоков, которые были у вас в голове. Вы, наконец-то, отбрасываете все комплексы и раскрываетесь в вашей интимной жизни, да, это как вариант. Другой же вариант, наоборот, у вас появляются какие-то комплексы, либо вы только начинаете работать над ними, да, но, с одной стороны, вы хотите там
иметь какого-то такого сексуального партнера и сами позиционируете себя каким-то определенным образом, но у вас все еще есть в голове какие-то определенные установки, которые мешают вам раскрыться, и, возможно, вы даже лжете себе, да, ну, потому что это все-таки 6-й сектор. Тут стоит еще, наверное, обратить внимание на здоровье ваше, ну, как психологическое, так и физическое. Тоже, возможно, оно потребует от вас какого-то внимания. Но еще как один, да, вариант трактовки этой карты, это то, что у вас есть какие-то тяжелые мысли, может быть, навязчивые мысли, навязчивые идеи, которые тоже мешают вам расслабиться со своим партнером, ощутить полноту жизни. И еще эти навязчивые идеи могут мешать вам зарабатывать деньги. Вы можете думать, что деньги – это тяжелый труд, не обманешь, не продашь. Ну, что нужны какие-то определенные правила для того, чтобы деньги поступали к вам. То есть как бы вы не относитесь к деньгам как к потоку энергии. Вам может не хватать вот этой какой-то внутренней мудрости, на которой пики, да, пики или мечи, очень даже они... Это карта мудрости, самой высокой мудрости в колоде. Поэтому здесь вам нужен такой подход проявлять не столько по деве, да, как бы такой дотошный, скрупулезный, сколько в целом мудрый. Да? Надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать. А так вообще все карты просто замечательные, козероги. Я думаю, что вас ждет очень прекрасный, интересный месяц в любви, в интимной жизни, в новых знакомств здесь будет много. Причем вот по этим 2 социальным домам, секторам, это какие-то знакомства с влиятельными людьми, которые занимаются юриспруденцией, дипломаты, политики, священники. Может быть, вы сами, кстати, вот вступите в какую-то политическую партию. Очень может быть, ваш любовник будет или любовница оттуда, и вы как бы вот войдете в круг общения каких-то политиков, иностранцев, магнатов и так далее. Очень высокого статуса люди могут вас окружать. Да вы и сами, наверное, тоже высокого статуса можете стать благодаря вот этим всем знакомствам. Влюбленные, это как будто вы как-то связаны, помолвлены, что ли, с высоким статусом в вашей жизни. Интересно, по этой карте Иерофант, кстати, еще может быть, что ваши дети, если они уже достаточно взрослые, могут связать себя узами брака, и партнерша вашего ребенка может быть из очень даже уважаемой семьи. Это какое-то уважение. Так, это колода Старкоды. Что она расскажет нам? Какие советы даст для козерогов на июль 2023 года? Знак зодиака Весы – это опять про партнерские отношения, про взаимовыгодные отношения. 4-й сектор – семья и вспышки на солнце. То есть это какая-то активность. Семья, дети, ваши отношения радуют вас, у вас удачные партнерские контакты, у вас мир, гармония внутри семьи. По 4-му дому вы даже можете вносить какие-то улучшения в место, где вы живете. Переезд очень возможен, да, по этой карте. Может быть, благодаря из-за ваших детей, из-за ваших партнеров, из-за вашего хобби, какой-то вот новой группы или даже друзей, да, если вы, например, не замужем, не состоите в браке, то это могут быть какие-то такие люди, друзья влиятельные, интересные события, из-за которых вы даже решитесь на переезд, что, может быть, козерогам не всегда свойственно, потому что вы довольно основательный знак. Но здесь вы как будто бы не будете бояться открыться своим чувствам, проявлять, наконец-то, свои чувства, влечение свое сексуальное. Очень интересный месяц, такой весь прямо воодушевляющий какой-то месяц. Как будто вы будете счастливы, и такое впечатление, что счастье ваше будет безгранично, козероги. Может быть, наконец-то вам нужно взять отпуск и действительно отдохнуть с вашими любимыми людьми, детьми, как-то провести время даже просто для себя, просто самим собой радоваться, начать жить, да, и наконец-то заняться тем, чем вы давно уже желали. Я желаю вам всего самого замечательного, что, собственно говоря, и обещает мой расклад. Поэтому до встречи на моих новых видео. Всем пока!